Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, и в этом видео обзор сделок по сигналам системы Cluster Trader за эту неделю. Покажу позиции, которые мы открывали с трейдерами в закрытом чате, почему был вход, по каким конкретно сигналам, где выход, какие мои были ключевые ошибки, какие лучшие решения, худшие. Короче, все то, что вы любите, это конкретный разбор живых сделок, живых сигналов. Давайте начнем с NASDAQ, а потом к золоту, потому что по золоту было очень много сделок на этой неделе. И среди них есть сделки, которые, скажем так, нежелательные, о которых не очень интересно говорить, но надо, да, все-таки у нас обзор всех позиций, которые были. Давайте начнем с NASDAQ, а потом золото, вторник, 16 февраля. Я здесь написал количество пунктов профита и лосса, которое в итоге было. Прежде чем мы с вами начнем разбор, один очень важный вопрос. Кто я? Кто я? Имеется в виду, кто я на рынке в конкретный день? Покупатель или продавец? Иначе говоря, как мы определяем настроение, состояние рынка? То есть, где больше вероятность заработать деньги, торгуя в каком конкретном направлении? То есть, кем мне быть, покупателем либо продавцом, чтобы с большей вероятностью сделать профиты? И мы используем серию уровней, которые помогают нам ответить на этот очень важный вопрос. Мы используем макс и минимум, минимум предыдущего дня, PD, и максимум минимум, макс и макс мин, макс мин, Globex. Globex это уровни до 16 часов Москвы сформированные. То есть где трейдеры Европы и Азии отметились, да, скажем так, где они активно покупали и продавали. И здесь же мы используем плюс уровни Range Trader. Уровни Range Trader, которые вы также видите у меня на графике. Они обозначаются красными отрезками зоны сопротивления, зелеными зоны поддержки. И ключевой вопрос перед открытием позиции. Какое отношение имеет цена к вот этим уровням? То есть цена находится под максимум и минимум предыдущего дня и максимум минимум Globex или над? Вот самый-самый важный вопрос. То есть где торгуется сейчас рынок? Над вот этими ключевиками или под ними? И вот оттуда приходит лучшее решение. Если под, то мы преимущественно продавцы. Если над, мы преимущественно покупатели. И что касается уровня Range Trader, то первая ключевая сделка это пробой либо R, либо пробой S. После того, как цена пробивает, мы входим в сделку. И вот здесь интересный момент, что во вторник был пробой R, вот этой красной линии. То есть это есть сигнал. Пробили R, нажимай Buy. Но какие сопровождающие признаки, какое отношение цены было к Globex? Пробили здесь, но ключевые уровни Европы не были пробиты. Мы посмотрим налево, мы увидим ключевую структуру, и мы видим, что рынок остановился прямо здесь. И это для нас сразу как стоп-кран, да, то есть мы сразу останавливаем свой мыслительный процесс и говорим о том, что хорошо, если рынок действительно сильный, пусть он пробьет вот эти все уровни слева, да, и тогда мы будем открывать соответствующую сделку. Здесь видим стрелочный TC Sell с паттернами, одни из лучших сигналов, сейчас мы к ним тоже перейдем. Но я здесь не входил на buy, да, и, собственно говоря, не продавал, потому что мы, с одной стороны, пробили уровень, с другой стороны, находимся у другого экстрима. И тут ни туда, ни сюда, да, ни рыба, ни мясо, то есть нет чистой сделки. И затем мы опустились и пробили S. Как только мы пробили S, я же знаю, что цена находится под ключевым уровнем Европы, и мы пробили поддержку нашей сессии. Да, соответственно, вот здесь возникает сигнал на sell. Да, и мы видим плюс 34, оба take профита, да, обе позиции сработали. Здесь, конечно, можно было еще там добавить, продать по ротации бара. Это классический сигнал пробой уровня, коррекция, белый бар, затем черный sell. Потом мы видим, рынок дошел до S1,
да, отбился, сформировал pullback sell, это сигнал системы Scalping Trader. Он в себе содержит 5 разных компонентов, но чтобы не сверять трейдеру самостоятельно все эти условия, мы просто запрограммировали так, что у нас уже появляется готовый сигнал на sell, да, или на buy, который именуется PB pullback, да, это откат. То есть этот сигнал фокусируется только на коррекциях, да, и конечно, надо его торговать чаще. Здесь мы видим, я не участвовал, да, и после pullback sell мы получили лучшую точку входа практически. Рынок еще отвалился на 50 пунктов, но меня здесь в этой сделке не было. В общем, всего лишь, да, один трейд, но мы видим, что рынок в консолидации. Когда цена в консолидации, этот график очень сложно торговать. Знаете, нужно быть более терпеливым, чтобы не напортачить, да, иначе можно здесь переторговаться, и когда уже будет реально хорошая сделка, ты просто не сможешь ее принять, потому что там потерял деньги, потерял уверенность. Идем к среде. Идем к среде, и в среду тоже день был не самый простой. Мы, вот посмотрите сюда. Очень похожая ситуация, мы с трейдером в закрытом чате ее разбирали. Вот мы пробили уровень R, и правило гласит, что если пробили R, покупай, ну это всем понятно, покупай, хорошо. А где находится цена относительно уровней максимумов, минимумов предыдущей европейской сессии? Если мы посмотрим налево, мы видим ключевой минимум, сейчас я сделаю поменьше, вот здесь ключевой минимум, который был сформирован даже в азиатскую сессию, это 4 часа утра по Москве, вот здесь. Да, то есть мы, покупая здесь на пробой, и если не смотрим на уровень слева, то мы, получается, покупаем возле ключевого сопротивления. Да, эта зона была поддержки. По какой-то причине азиаты там активно покупали NASDAQ индекс. Да, и мы, получается, действуем у той зоны, которая уже выступает как сопротивление. Да? Но если мы этого не знаем и не учитываем это, то мы будем часто наталкиваться на такие ситуации. И, конечно, нас интересуют премаркет торги. То есть, что было на премаркете, вот, допустим, 1-2 часа до начала сессии. То есть, какой тренд был? Рынок делал новый минимум, либо рынок делал новый максимум? То что происходило с графиком? Это позволяет понять тебе контекст и то, куда лучше вставать в течение сессии. Да, ты можешь торговать против тренда. Я сейчас покажу вам вот как раз комбинации, которые в тот день были, после которых цена улетала. Но тем не менее, это реально позволяет избежать таких ненужных позиций. Затем мы видим вот здесь сигнал на sell, рынок обратно пробил уровень вниз, коррекция, черный бар. Я не входил, потому что одно из моих правил, если бар очень волатильный, иначе говоря, величина сигнального бара, сигнальной свечи превышает мой стоп, нет сделки. Вот здесь мы видим от максимума этой свечи до минимума 33 пункта, а это превышает мой стоп 27, средний стоп по NASDAQ. И здесь нет позиции, нет сделки. То есть очень важно, вы будете какие-то, имея четкие правила, пропускать сделки, да, но это очень классный фильтр, потому что примерно в 60% случаев эта сделка ни к чему не приведет. Да, мы будем наблюдать порой там крутые движения вот здесь, как некоторые наши трейдеры, которые торгуют подряд сигналы, не обращая внимания на размер свечи, но для меня это важно, поэтому я не входил. То же самое здесь мы пробили вот этот уровень, это уровень S, тоже поддержка, тоже не входил, хотя мы видим, потом рынок здорово прошелся, там 23-24 пункта, не моя сделка. Но затем наступил самый мой любимый момент вокруг уровней вот этих RS, Range Trader. Правило очень простое. Если мы пробили S, не дошли до S1 вот здесь внизу, и затем скорректировались, дошли до MP, первый сигнал продавай. Какой сигнал? Стрелочный, TCSL, либо паттерн, слабая вершина, разворотная вершина, двойная вершина, один из паттернов. Очень-очень сильная моя любимая техника входа, потому что рынок откатывает. Как правило, ты получаешь лучший вход, продаешь от ценности, то есть когда рынок вернулся, да, после падения, и это очень солидный вход. Более того, мы видим, что аналогичная история была здесь. Мы пробили вверх, и мы говорим о том, что если мы пробили R, то же самое действует для вот этой зоны сопротивления R, то первый возврат к середине MP это buy, но здесь не было сигнала. Да, хотя мы видим, после теста MP рынок еще отбился на 25-27 пунктов, что для NASDAQ, для минутки очень неплохой профит, да, за буквально 2 минуты. Понятно, да? Но я здесь не входил, хотя, да, можно было еще сделать деньги, класс, но
я дождался своего сигнала, где... Ведь очень важно не в том, что там было движение, а ты не участвовал. Нет, а где твое движение? Потому что для меня самое главное не сожалеть о позиции. То есть, если я принял решение, чтобы дальше не случилось, ведь я не знаю, это будет профит или лосс, я не хочу сожалеть. Самое неприятное, что у тебя может быть, это сожаление. Зачем я вошел? Не надо было входить, надо было подождать, надо было так делать, бла-бла-бла. И вот эти постоянное поедание себя изнутри, оно ни к чему хорошему не ведет, и ты продолжаешь так действовать. Да? То есть ты привыкаешь вот к такому, к таким эмоциям, да, к выражению чувства вины, негатива и так далее, и ты делаешь все так, чтобы снова это испытать. Это странно, но так оно и есть. Да? То есть мы стремимся к комфорту, даже если этот комфорт такой, ну, связан с негативными эмоциями, потому что нам более привычно. Так вот, я не хочу сожалеть, не хочу развивать себе паттерн внутри чувства вины, поэтому, да, я какие-то сделки пропускаю, но я не сожалею об этом. Блин, мог бы заработать еще 50 пунктов. Но если бы рынок пошел обратно. Поэтому нужно торговать то, что... то, после чего ты не будешь сожалеть. Иначе говоря, самые лучшие свои сигналы, да, и не искать там компромиссов, ну я попробую, я возьму эту сделку, потому что, да, мы все так делаем иногда, я тоже не исключение. Но нужно постоянно обращать свое внимание на то, где твой трейд, задавать себе вопросы, действительно ли это вероятная сделка. Я трейдерам всегда говорю, буквально пару секунд спросите себя, это ли моя сделка, насколько она вероятна. Или просто оглянитесь вокруг сделки. Вот у тебя есть сигнал, посмотри на нее просто пару секунд. Не торопись, скорее нажать кнопку, просто посмотри пару секунд. И порой этого бывает достаточно, чтобы понять, что сделки нет. Да? Просто на секунду потерял внимание или там повелся на свое ощущение того, что должно произойти, и торгуешь ощущение. Да? А по факту это ничего общего с реальностью не имеет. То есть подумайте, вы торгуете, вот как раз сегодня об этом с трейдерами говорил, вы торгуете свое желание, свое ожидание или торгуете фактическую картинку, и зачастую, когда ты делаешь паузу, пару секунд, ты понимаешь, что ты хрень творишь вообще полную. У меня тоже такое бывает. Да, я могу на секунду отвлечься и тоже потерять внимание, и если не делать это упражнение, может произойти какая-то дурацкая сделка ненужная. Да, и потом через 5 минут условно ты понимаешь, что шляпу открыл какую-то. Поэтому очень важно. Кстати, если вам полезно, ставьте лайк, пишите какие-то вопросы, если они у вас есть, подключайтесь к нам, торгуйте, получайте профиты, получайте удовольствие от самого себя, да, от того, что вы прямо на своих собственных глазах становитесь лучше как трейдер. Да, и вот эти маленькие фишки помогают. Потом мы видим после того, как я продал, здесь взял плюс 55 пунктов, по NASDAQ на этой неделе неплохо пока работаю. Потом видим, рынок дошел до S1, вот здесь, не знаю, вам видно, это ключевая поддержка, стрелочный паттерн, я здесь не покупал, хотя мы видим, после этого рынок классно прошелся. Опять почему? Потому что сигнальный бар, да, достаточно широкий, практически с величину моего стоп-лосса. И причина в том, что, вот, смотрите, нет проблемы здесь купить. Но если здесь покупаю, плюс там небольшой спред, ставлю стоп стандартный 27 пунктов, который у меня по умолчанию, то нередко будет так, что вот таким тиканьем я вылетаю. Поэтому вариант А, я жду более лояльных условий для входа. Вариант Б, я просто заранее использую увеличенные стопы в пунктах. Например, 35 пунктов, тогда таких ситуаций у меня будет намного меньше. Понятно, да? Но тем не менее, некоторые наши трейдеры участвовали, тоже взяли сумасшедший профит, но я вошел чуть попозже. Сначала у нас был pullback buy, это один из топовых сигналов системы Scalping Trader, то есть сигнал, который ловит минимум коррекции по тренду, то есть позволяет прыгнуть, да, в начало тренда. И вот здесь мы видим, рынок впервые сделал новый максимум, да, точнее сделал чуть раньше, вот здесь еще, потом протестил, потом сделал новый максимум, первая коррекция, куда? К уровню, PB buy, здесь вход, но я подождал дополнительного фильтра, моего любимого белого бара, белой свечи, это классический сигнал ротации бара. Пробой уровня, коррекция ротации бара. Пробой уровня, коррекция ротации бара. Кто не знает, что такое ротация бара, это чередование свечей с черных на белые. Часто вы спрашиваете, а я не понимаю, как формируются свечи. Или что это вообще, почему цена растет, а бар черный, и цена падает, бар белый. Этот сигнал разработан для одной цели — торговать коррекцией. И мы не смотрим на то, какая там свеча. Да, в итоге там черная, точнее красная, либо зеленая. Мы смотрим на то, когда после нового максимума
произошла коррекция, бары поменялись на черные, а затем снова на белые, мы открываем сделку. То есть мы получаем подтверждение на вход по тренду. То есть если пробили или движение наверх, то, естественно, на коррекции бары будут нисходящие, да, и, как правило, в нашем случае они будут черные. Мы ждем первый белый бар после черного. То есть подтверждение кульминации коррекции в направлении импульса. То есть вот наш импульс, и вот наша коррекция. Мы можем поймать минимум коррекции, используя PB-Buy, потому что он всегда будет раньше ротации бара. Да, я сейчас вам покажу примеры просто идеальных входов. Да. У него есть свои слабые стороны, да, есть свои сильные стороны. Но тем не менее, импульс, коррекция, PB-Buy. Да, я дождался ротации бара и взял плюс 45 пунктов. Следующий день, это вот как раз сегодняшний торговый день. Сегодня одна позиция, хотя был потом сигнал, я пропустил. Здесь торговал мой робот, он продал. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, коррекция, сила сигнал номер 2, черный бар, сила сигнал номер 3, sell. То же самое, что мы видели в предыдущем примере. Мы видим мой take profit вот здесь, да, но рынок подошел к важному уровню, какому S1, уровень range trader. Да, соответственно, я беру здесь часть позиции, потом рынок топчется, формирует паттерн против тренда, и я выхожу с минус 4 пункта по второй части позиции, и потом продевал вот этот сигнал. PB-Buy, да, тоже импульс вверх, коррекция, PB-Buy, и, кстати, как рынок выстрелил за несколько минут буквально на 40 пунктов, но я пропустил эту сделку и в ней не участвовал, ну и, в принципе, больше ничего не было. NASDAQ флетит, сегодня тоже торгуется внутри своего диапазона, да, внутри своих уровней, и вряд ли что-то сегодня уже у меня будет. Идем к золоту, здесь информации побольше, лоссы такие есть нормальные, стрёмные. Давайте разберем 16 февраля. Очень много сделок по золоту в целом. Итак, 16 февраля, первый мой классический трейд, пробой уровня, какого уровня S, уровня Range Trader, какой контекст, поток, куда направлен вниз, я преимущественно кто продавец. Здесь мы пробили уровень, я буквально на следующий, через свечу вхожу, беру take 3-4 пункта, это агрессивная сделка, то есть я торгую в потоке, поэтому я обычно планирую брать профит в течение 10 минут. Если в течение 10 минут нет профита первого, да, стандартный мой первый тейк 3-4 пункта по золоту, то, как правило, эта сделка ничем не закончится хорошим. То есть, торгуя на пробой, мы ожидаем быстрый профит. Ведь пробой в своей природе, по своей природе, это быстрая сделка. Моментом зашел, вышел, иногда даже 2-3 минуты. Да, иногда, может, 1 минута. 10 минут это вот максимальная граница. Если в течение 10 минут не достигли первого тейка по золоту или по NASDAQ, который мы ставим, то нужно ужесточать стоп, то есть переводить без убыток, либо закрываться там, где ты есть. Обычно флетит или разворачивается, или дальше ничего не происходит. Я здесь беру чисто тик в тик тейк, потом тут же рынок разворачивается, и вот мой сигнал. Представляете, знаете, потрясающий pullback sell и buy сигнал. Посмотрите сюда. Но до моей сессии здесь я не участвовал. Да, и потом мы видим, вот он, PB sell. Тоже беру тейк 3-4 пункта. Отличный технический трейд. Вот это очень важно. Насколько ровный сигнал. Ведь каждый сигнал работает хорошо в конкретных условиях. Вот в каких конкретно условиях PB Buy Sell работает хорошо? Когда есть чистый импульс, чистая коррекция куда? К уровню и 2 бара. То есть здесь нет лишних свечей. Раз, два и все. Рынок не топчется, не думает, не консолидируется. Сразу коррекция к уровню. Посмотрите, мы пробили S. Вот здесь вернулись к S. PB Sell, Sell. Вот это самый чистый сигнал. Я беру 3-4 пункта по одной позиции, да, где вот написана одна цифра, да, это одна, значит, позиция была, где 2, значит, я 2 позиции использовал. Идем дальше. Здесь sell, ну, вот этот sell плюс 20 пунктов, честно говоря, непонятен мне, слишком агрессивный, зачем здесь sell, нет здесь ответа на вопрос. Ну, sell, я хорошо вовремя понял, что здесь сигнала сделки нет, и закрылся, да, заработал, но это трейд, который не должно быть, да, это не мой трейд, скажем так, такой форсированный больше, там, как это FOMO, да, страх упустить, тебе кажется, что еще и пойдет. И еще заметил одну интересную закономерность, что если вот ты
видишь тренд, цена идет, дает вроде как сигналы есть, коррекции, ждешь, цена падает, и все, боль все сильнее, все это все идет. И в какой-то момент ты просто не выдержишь, и вот думаешь, ну какой-нибудь там находишь херовый сигнал, который вообще тебе кажется, что или ты его только сейчас придумал, нажимаешь кнопку, и это обычно все, конец движения. То есть, если ты вот смотришь на тренд, как завороженный, да, и не входишь в позицию, то просто в какой-то момент может быть очень поздно. И вот у меня такое иногда бывает, когда я смотрю, но здесь я уже входил в сделки, но бывает такое, что если не вхожу в позицию, просто наблюдаю, и в какой-то момент мне что-то как бы, ну, все падает, надо, или там растет, надо входить, и вот такие невынужденные, ненужные сделки могут быть. Поэтому тоже не надо долго думать, когда рынок двигается, надо находить любую рабочую возможность, чтобы войти в тренд, потому что по тренду мало там кого ждут. Вот здесь пробили уровень, sell, все, в течение там 50 минут уже отвалились. Здесь сигнал, посмотрите, буквально через 2 минуты рынок уже на полу. Да? То есть никого не будут ждать, приглашать, давайте там и так далее. Поэтому поактивнее в тренде. Да. Дальше мы видим, рынок здесь потоптался, начал разворачиваться, и я продал вот здесь TC Sell. Ненужная сделка тоже, получил лосс, я почему-то его не записал, ну, естественно, да, 33, минус 33, здесь две позиции было, да, минус 33, то есть я не так прям ровно, да, суперски торговал в тот день, минус 33, и, ну, такой ненужный трейд, здесь нет уровня, мы не дошли, я получил лосс, и тут же захожу снова TC Sell, и вот здесь, посмотрите, другая абсолютная ситуация. Вот здесь мы видим стрелочный, да, и sell, и здесь мы видим TC Sell, да, хотя я даже продал раньше, да, вот тоже FOMO, да, чуть-чуть, когда тебе кажется, что сейчас вот, ну вот, если сейчас не пошло, то сейчас пойдет. Но на самом деле я себе тогда, помню, сказал, что если появится стрелочный, я оставлю позицию, если стрелочный не будет, я уберу позицию. Да, это сыграло здесь мне на руку, потому что если бы я дождался стрелочного, я бы вот здесь на этой коррекции вылетел, да, но так как я продал чуть раньше, мой стоп достигнут не был, да, буквально несколько пунктов. И мы видим, потом рынок развернулся, что принесло мне 25 из 135 пунктов, один из самых больших тейков по золоту, да, которые у меня были. То есть очень важно понимать, что вы не идеальный. То есть не надо себя трясти, требовать от себя, что прям вы будете четко. Вы не будете четко действовать. Особенно 3 дня, особенно минутки. Не будете так. Но вы можете найти баланс, да, между тем, что вы хотите сделать, тем, что говорит там ваше якобы чувство или интуиция, и между тем, что нужно, что происходит с графиком. Ну и, конечно, постоянно сохранять включенное состояние. Включенное имеется в виду осознанное. То есть действительно ли там есть сигнал, действительно ли это соответствует твоим правилам. Вот и все. И я стараюсь вам показывать, если участник чата, да, вы это видите вживую, если нет, то я стараюсь в таких видео передавать вам атмосферу, да, трейдинга, и то, как я действую, как видите, это не идеальный трейдинг, да. Хотя по NASDAQ я действовал прям вот так вот, по золоту много сделок и тоже, да, брак появляется, да. Но тем не менее, да, это очень, эта неделя очень солидная, да, мы сделали много профитов. Давайте дальше, следующий день, это 17 февраля. 17 февраля тоже мы видим начало медвежья, то есть фон настроения рынка медвежья, я преимущественно продавец. И вот здесь с трейдерами в закрытом чате мы поймали потрясающую слабую вершину, но перед этим я продал агрессивно. Давайте разберем эту ситуацию. Вот смотрите сюда. Пробили уровень S. Вот то, что мы разбирали по NASDAQ. Да или нет? Да. Если мы пробили уровень S и не пришли сразу к S1, то sell первый откат к MP midpoint. Это правило торговли вокруг наших уровней range trader. Да. Так вот, здесь рынок протестил мой уровень MP, я агрессивно продаю. Потом рынок дергается выше, я сразу выхожу.
да, из позиции минус 9 пунктов, и затем видим как раз то, я, причем трейдерам говорю, лучшее решение здесь это дождаться паттерна, да, слабой вершины или сложной слабой вершины, и тогда продать, это увеличит, да, в разы вероятность отработки сигнала. Но тем не менее, да, я попробовал агрессивно войти, рынок тут же сказал, куда ты спешишь, вот, и я не стал спешить, вышел из позиции, дождался слабой вершины и сделал нормальные деньги. Здесь, да, вышел по первой части плюс 23, по второй 51, потом здесь продал, да, не совсем технический мой трейд, 34 пункта, да, и затем вошел вот здесь плюс 34 по паттерну, да, разворотная вершина. Мы видим слева рынок пробил уровень S, первая коррекция. Здесь мы видим паттерн RV, разворотная вершина. И вот на этом баре sell, чистый первый тейк, да, и это был единственный один ордер, да, здесь одна позиция. Ну и потом такой, на мой взгляд, тоже глуповатый для меня трейд. Почему? Давайте я объясню. Ну, здесь ошибка явная, ну, непозволительная. Нельзя такие ошибки допускать. Вот мы видим pullback sell сигнал, да, PB sell. Класс. Что торгует PB sell? Коррекции. Коррекции торгует. Ну хорошо. А какая это по счету коррекция по тренду? То есть сколько уже рынок прошел, что ты торгуешь коррекцию в ожидании того, что тренд продолжится? Да? И давайте посмотрим, сколько у нас было после начала вот этого нисходящего движения. У нас было движение, коррекция раз, движение, коррекция 2, движение, коррекция 3, движение, коррекция 4, движение, коррекция 5. Это пятая коррекция после того, как рынок, имеется в виду, стал делать новый минимум. Вот здесь мы впервые обновили лоу, и пошел вот этот зигзаг. Да? Как раз мы видим вот этот пример. Да? Вот он только уже на buy, PB buy. Да, и тоже возможно сделать там плюс 25 пунктов, но здесь я уже не участвовал. Но неплохой день, в целом очень даже. Да? И сегодняшний день, сегодняшние позиции открывал продажу на пробой уровней Range Trader. Давайте их вернем. На сегодня True поставим. Ага, вот здесь мы пробили уровень Range Trader. Небольшой профит, плюс 17, плюс 16. Потом мы видим, рынок скорректировался идеально. Наш первый откат, PBSL, я не участвовал в этой позиции. Здесь на самом деле не все так было однозначно. Мы были выше S, да, и в консолидации не очевидно для меня, я не участвовал в этой позиции. Возможно, некоторые наши трейдеры взяли ее. Затем, видим, золото отвалилось, подошло к S2, уровню Range Trader, отскочили. Я дождался своего квалифицированного сигнала. TC Sell, вот это идеальный сигнал. Смотрим налево. Предыдущий уровень поддержки становится сопротивлением. Кто у нас? Консерватор. Торгует еще сложную слабую вершину. Это, еще раз, более надежный вход. Почему? Потому что обычно это кульминация, да, как правило, макушка тренда или там макушка коррекции глубокой или движения. Но в целом, да, очень-очень неплохие сделки. Надеюсь, мне удалось поделиться с вами эмоциональной и психологически тактической информацией о том, как мы с трейдерами принимаем решения, как торгуем. Если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, ссылка под этим видео. Ну и до встречи на онлайн-торгах. Пока.